Итак, как и обещала, более подробно про иллюстрацию. Разговор будет долгим и грустным. Напоминаю, что видео основано на моем опыте. У всех опыт разный, поэтому если у вас было не так, можете написать об этом в комментариях. У этого видео будет две части. Первая художественная, где я расскажу, как я делаю иллюстрации к книгам, а второе будет более юридическое, что ли, о том, как общаться с заказчиками, про договор, что нужно обязательно обсудить до того, как вы начнете исполнять работу, и много-много всяких мелких нюансов, о которых никто никогда не задумывается, особенно если вы только начинаете работать на заказ. Итак, первый блок, где я брала заказы и где брать заказы вам. Я, конечно, не открою совершенно вам здесь Америку, не ждите, что я расскажу вам какой-то секретный способ, где взять заказ. Когда я только начинала, заказы искать было очень сложно. Во-первых, все происходило до интернетную эру. Примерно. Я имею в виду, что не было такого большого распространения заказов в интернете. И вообще сам интернет был очень медленный, примерно как я сейчас. Вы поняли. Также не были сильно распространены площадки, на которых ты мог выставить свое портфолио. Тогда они только зарождались. У меня, кстати, по-моему, было портфолио на Illustrator.ru или что-то подобное. Платформы были вообще не очень удобными, а еще проблемы с тем, как оцифровать работу. Это сейчас ты взял любой телефон, из телефона тут же выгрузил на ArtStation. Сначала я заказы пыталась найти на каких-то подобных сайтах типа Freelance.ru. Кстати, ни разу у меня не было ни одного заказа с Freelance.ru. Если кто-нибудь, кто смотрит это видео, получил там хоть один заказ, пожалуйста, напишите. Мне очень интересно, существуют ли вообще эти люди. Потому что складывалось такое впечатление, что заказы там висят просто так, это какие-то пустышки, их никому не дают, они никогда не становятся исполненными, они никогда не исчезают, и ты туда пишешь как в пустоту. Тебе никто никогда не отвечает. Причем там были такие заказы, что-то типа мне нужно 3 огромных иллюстраций за 300 рублей. И ты еще сайту должен заплатить комиссию. Это, конечно, меня очень сильно демотивировало, но потом я нашла Upwork. Он, конечно, меня спас, и я вообще не знаю, что бы я без него делала. Меня спрашивали в комментах, как и где я настолько хорошо выучила английский, чтобы работать с зарубежными заказчиками. Открою секрет, я не так уж хорошо знаю английский. Я просто очень-очень хотела работать иллюстратором и зарабатывать на этом. Вообще в школе до 9 класса я изучала французский. Когда я решила остаться на 10-11 класс, 10-11 класс собрали со всех классов, которые были в школе. И нам сказали, что французского не будет, будет только английский. И все, кто учили французский, должны как-то о себе сами позаботиться. Нам сказали, что французам изначально будут завышать оценку на 2 примерно балла и вообще будут делать им всяческие поблажки. Главное, чтобы за летние каникулы мы научились читать. Мои родители нашли репетитора, по сути, учительницу английского просто с другой школы, в которой я ходила летом. Причем ходила, по-моему, раз или 2 максимум в неделю, потому что все-таки это тоже стоило денег. Запрос к репетитору такой и был, чтобы она научила меня читать. Поэтому мой английский в школе, собственно, был на уровне «я умею читать». Кстати, иногда это было даже выше, чем у тех, кто изучал английский с 5 класса. После того, как я поступила в художественное училище, я начала самостоятельно изучать язык. Спонсор моего изучения языка — Джаред Лето. Спасибо Джареду Лето за мой английский. Сейчас объясню. У меня был плеер-флешка, который я слушала просто всегда, пока рисовала. А вы понимаете, что часов на рисование у меня уходило очень много. И все это время я была с музыкой. Я просто знала все песни 30 Seconds to Mars наизусть. Ходила перевод в интернете, и так как я и так уже знала все песни наизусть, я просто таким образом учила слова. Я запоминала перевод слов, которые я и так уже выучила. Но я слушала не только Марсов, конечно, но и другие группы, которые были похожи по стилистике. Понятно, что это не вся история. Конечно, я смотрела всякие обучающие ролики. Опять же, когда появился Duolingo, я прям долго на нем сидела. И вообще занималась всяческим самообразованием в английском языке. И очень много общалась с иностранцами в интернете. А во всем остальном мне помог Google переводчик, который сейчас, кстати, намного круче переводит, чем тогда. Даже тогда меня понимали. И я могла найти общий язык с любым из своих заказчиков. И у меня ни разу не было такого, чтобы я или заказчик, мы друг друга не поняли. Вернемся к заказам. Очень много заказов было с Upwork. В Upwork вообще было все шикарно, вплоть до юридических моментов. Об этом в отдельном видео. Но кроме Upwork я просто начала выставлять свое портфолио в интернете, и мне начали приходить первые заказы, в том числе и российские.
Также люди, с которыми я уже работала какое-то время, возвращались ко мне и приводили новых людей. То есть, по сути, сарафанное радио. На самом деле, когда мое портфолио уже стало достаточно хорошего уровня, я практически не искала заказы, они сами ко мне приходили, просто находили мое портфолио в интернете, писали мне и говорили, вот эта картинка нам нравится, нам нужно так же. Соответственно, совет, где брать заказчиков вам. Самое первое, это нужно иметь портфолио на многих-многих площадках. Не думайте, что если у вас очень шикарное портфолио на ArtStation или на вашем личном сайте, этого достаточно. Просто поймите, что люди иногда делятся, грубо говоря, на группы, которые одни смотрят на ArtStation, одни смотрят на Behance, другие смотрят еще где-то. У меня было так, что мое портфолио было различным на разных площадках, чтобы не путаться. На Behance у меня тогда висело более казуальное портфолио для детских иллюстраций или каких-то казуальных вещей, казуальных игр. Сейчас, по-моему, там вообще все подряд. И таким образом мне было легко отправлять портфолио по запросу. То есть человек приходил и говорил, мне нужна книга с детскими иллюстрациями. Я отправляла ему ссылку на Behance, и там были у меня книги с детскими иллюстрациями. Он смотрел и говорил, вот как вот эта книга, мне нравится, вот мне нужно что-то подобное. А на ArtStation у меня было больше что-то в реалистичном стиле, больше какой-то sci-fi, какие-то концепты и тому подобное. Если бы я ему отправила такое портфолио, он бы ничего, конечно, не понял. Так что если вы, так сказать, многостаночник и рисуете много чего, можете делать два разных портфолио. Если вы находитесь не в России или у вас есть такая возможность зарегистрироваться на Upwork, я бы очень вам это посоветовала, тем более с нынешним курсом доллара. Я, правда, не знаю, как сейчас дела на этой площадке. Возможно, там уже все стало очень-очень плохо. Кстати, если кто-то работает до сих пор там и получает заказы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, скатилась ли эта площадка или до сих пор там все очень хорошо. На самом деле сейчас поиск заказов это не проблема. Проблема, чтобы тебя выбрали, потому что очень большая конкуренция. Ну, про то, что существует множество телеграм-каналов, каких-то групп ВКонтакте, и где публикуется работа для творческих людей, в том числе для художников, я думаю, вам говорить и не нужно. Также работа есть и на площадках, где вы публикуете свое портфолио, например, на ArtStation есть вообще отдельная вкладка для работы. Но самое главное из всего этого, что у вас должно быть достаточно хорошее портфолио, которое вы можете показать заказчику. Про портфолио, я думаю, вообще можно снять отдельный ролик, потому что там не так все однозначно. Кто-то говорит, чтобы оно было в едином стиле, чтобы заказчик знал точно, что он получает, и что к вам будут идти только за этим стилем. Кто-то говорит, что оно наоборот должно быть максимально разнообразным. Но я вам скажу, что для каждого работает на самом деле свое. Нету единой схемы удачного портфолио. Я на самом деле тоже была долго заложником этих убеждений, что портфолио должно быть в едином стиле. И совершенно не знала, как мне вот эти все свои разнообразные картинки, рисунки и стили в одном портфолио держать. Но разделив свое портфолио по площадкам, у меня получалось брать больше разнообразных заказов, чем у других художников, которые сконцентрировались на едином стиле портфолио. Ход работы. Поговорим немного о том, как происходит процесс работы над иллюстрациями, как он происходил раньше и как это все происходит сейчас. Сколько американские и российские заказчики дают на выполнение задания. Когда я работала с зарубежными заказчиками, там всегда главным было качество. То есть они готовы были ждать для того, чтобы получить максимальное качество. С российскими заказчиками в большей части нужно было делать все очень быстро, а лучше вчера, но, естественно, качественно и дешево. Как раньше художник работал над книгами и иллюстрациями к ним? Художник читал произведение и погружался в него. Делал большое количество зарисовок, эскизов, набросков, потом вместе с редактором выбирал что-то лучшее, затем делались цветные наброски. В общем, это был достаточно долгий процесс. И как это происходит сейчас? Сейчас никто не дает тебе читать всю книгу. Тебе дают маленький фрагмент, который издатель решил, что подойдет для того, чтобы его иллюстрировать. Этот фрагмент ты читаешь. Это буквально один абзац, иногда страница. Если это страница, это просто шикарно. Из всей книги ты читаешь один абзац, и явно ни в какую атмосферу ты не погружаешься. И это все потому, что у издательства просто нет времени. Потому что время — это деньги. Им не нужно, чтобы ты изучал произведение, им нужно, чтобы ты прочитал фрагмент, и уже через неделю книга была в печати. Вот так, собственно, произошло с вот этой книгой.
«Волк среди теней». Эта книга мне вообще не очень нравится, потому что ее оформление как будто у какого-то женского романа. А книга вообще постапокалиптический героический роман, но не женский. Смотрите, какая она толстая. Здесь как бы 3 произведения, и в общей сложности 877 страниц. А мне нужно было сделать иллюстрацию за неделю. К вам приходит издательство, редактор, присылает кусок текста, в котором есть описание персонажа. Далее тут же присылают референс, если он у них есть, какой-то другой обложки. И говорят, нам надо вот сделать примерно так же. Примерно такая же композиция, ну вот что-то похожее. И далее словесное описание от редактора, как он это видит, как должен падать свет, какое, в общем, должно быть настроение. Ты садишься, делаешь эскизы. Я обычно всегда делаю 2-3 эскиза. Все, после того, как выбрали эскиз, ты отрисовываешь работу, присылаешь на проверку, правки, работа закончена. Все в течение 1 недели. То есть я об этом произведении не знаю ничего, все на усмотрение редактора. Когда эта книга вышла, я увидела в интернете отзыв об обложке, о том, что столько классных картинок существует этого произведения, нарисованных художниками, фанатами. Но почему-то выбрали вот это. Почему было просто не взять любое изображение из интернета и сделать его обложкой, и оно намного-намного лучше отражало суть всей этой книги. Во-первых, надо найти этого человека, автора этого произведения. Надо договориться, заплатить ему, и, скорее всего, не маленькие деньги. Легче просто найти художника, который сделает по вашему описанию за недели-полторы, и как бы на этом все. Растрат мало, по времени быстро, шикарно. И все равно, что фанаты недовольны. Вот, собственно, поэтому, когда вы в Пинтересте находите какие-то нереальные иллюстрации и думаете, о боже, я хочу эту книгу. Я не знаю, про что она, но мне так нравятся иллюстрации, что я просто куплю, возьмите мои деньги. А потом ты понимаешь, что это просто какой-то художник сделал визуализацию своего варианта этой книги себе в портфолио. И на самом деле такой книги не существует. И когда ты начинаешь смотреть, что существует по этому произведению, там просто жесть какая-то. А сейчас к этому всему еще искусственный интеллект приплюсовывается. ИИ вообще может за пару кликов сделать то, что они хотят. И обложка будет совершенно бездушной. Потому что я считаю, что на данной стадии все-таки за искусственным интеллектом нужно дорисовывать. И достаточно много, особенно если речь идет о художественной литературе. Если ИИ выдает им совсем что-то непотребное, тогда они уже идут к художнику, и чтобы он нарисовал по их заказу, но очень быстро. И из этого всего вытекает вопрос, что я думаю про искусственный интеллект и будущее иллюстрации. К сожалению, сейчас все выглядит совершенно нерадужно для художников, в том числе и для самих покупателей. Нас ждет засилье бесконечными иллюстрациями, сделанными искусственным интеллектом. Возможно, в дальнейшем все это будет выглядеть так. Дешевые быстрые книги будут сделаны искусственным интеллектом, а книги коллекционные, дорогие, какие-то редкие издания будут оформлять именно живые художники. И от этого книга будет становиться еще более ценной. То есть ручной художественный труд будет как что-то элитное, дорогое, доступное не всем. Я очень надеюсь, что будет именно так. Ну, возможно, конечно, нет. Если нет, то нас ждет печальное будущее. Но даже если все будет именно так, и иллюстрации от художников будут каким-то дорогим сегментом, многие художники вообще потеряют возможность быть иллюстраторами, потому что это будут совсем какие-то небольшие группы людей-художников, которые будут получать эти заказы. Напишите мне ваши мысли на этот счет в комментариях, что вы об этом думаете. Как лучше всего построить процесс работы над иллюстрацией? Все, конечно, варьируется от заказа к заказу. И обычно для зарубежных исполнителей я расписывала более подробно все действия, и для них это была действительно важная информация. Для многих российских заказчиков было так, им вообще не интересно, что ты там и когда делаешь. Ты приходи к нам просто с готовой работой. Но я все равно считаю, что нужно обозначать все свои этапы работы и давать сроки даже хотя бы для себя. Но лучше это и заказчику сказать, чтобы он тоже был в курсе и не ждал от вас выполнения работы на следующий день. И вообще в этом смысле лучше инициативу брать в свои руки. Самому назначать все возможные дедлайны, если это возможно. Как обычно делаю я. Ко мне приходит заказчик, говорит, мне нужно сделать такую-то иллюстрацию, срок 2 недели. Я говорю, хорошо, и дальше начинаю поэтапно расписывать, как и когда и что я буду делать. Когда примерно я буду присылать промежуточный результат. Я говорю им, что после получения ТЗ, через 2-3 дня я присылаю вам черно-белые эскизы в районе 2-3 штук. Я обязательно поясняю, что это будут варианты, где будет показана основная композиция. Иногда я совмещаю этап композиции и этап цвета, чтобы сэкономить время. В основном получается, что когда проект какой-то большой, я делю его на очень много частей и обязательно каждый этап согласовываю, чтобы потом не переделывать все по 10 раз.
А когда приходит частный какой-то заказчик, и у него есть конкретное видение, что он хочет, и конкретные требования для экономии времени, я иногда все эти этапы совмещаю и делаю все разом. Сразу могу сказать, что от вас могут требовать более детальные эскизы, чем я вам показываю. Когда у тебя уже хорошее портфолио, заказчик, который пришел на твое портфолио, видит, какую в итоге работу он получит. И в большинстве случаев не возникает вопроса, что эскизы какие-то могут быть невнятные, не прорисованные. Такого качества эскизов мне уже давно достаточно для моих заказчиков, и чтобы они понимали, что они получат в итоге. Если вы хотите, чтобы я сняла отдельный ролик про портфолио, напишите мне об этом в комментариях. Что из всего этого вы должны запомнить, а лучше записать? Если это возможно, сами назначайте все дедлайны. Если сказали, через 2 недели принесите нам готовую работу, и лучше всего сверяться по ходу действия, чтобы не возникло никаких недопониманий. Также очень хорошо иметь в своем портфолио работы, которые вы можете показать заказчику, что он примерно получит. Что я имею в виду? Когда ко мне приходили зарубежные заказчики и говорили, а как это, если вы нарисуете гладкими кистями и текстурными, как это будет выглядеть? И таких запросов, кстати, было очень много. Я специально под этот запрос собрала отдельный файл, где у меня 2 картины из моих прошлых заказов, и одна из них нарисована гладкими кистями, другая текстурными кистями. То есть вы можете собирать, грубо говоря, свой каталог, из которого потом заказчик приходит и выбирает, какой стиль, какая прорисовка ему больше нравится, какими кистями. Вы можете сделать это отдельно, допустим, взять одну картинку, какую-то небольшую, не очень сложную, и перерисовать ее несколько раз во всех вариациях, каких вы могли бы работать. С текстурными кистями, не текстурными и так далее. Поверьте, что всегда лучше показать наглядно, чем объяснять на словах. Особенно если это касается зарубежных заказчиков, ну и российских, кстати, тоже. Также я делаю пример, как иллюстрация будет выглядеть в развороте, потому что не все заказчики могут себе это визуализировать, как это будет в развороте или как это даже будет на обложке. Поэтому очень полезно пользоваться всякими макапами. Их очень много в интернете, вставлять туда готовые свои рисунки, чтобы было понятно, как это будет выглядеть. Потому что вот на этом вот рисунке заказчик хотел, чтобы по центру стоял человек спиной к нам, очень близко, как бы рабочий, чтобы было понятно, что это какие-то доки, что-то такое. И вообще он говорил, что там какое-то пустое место. А я ему говорю, так его же разрежет пополам, потому что он будет на развороте. И мне пришлось сделать вот такой вот пример, чтобы было понятно, что никакой человек там стоять не должен. Так что все, что можно визуализировать, оформляйте в визуальный образ. Кстати, про макапы книг тоже советую делать. Даже если вы не делаете верстки книг, показать, что вы понимаете, как располагается иллюстрация в книге, это тоже очень важно. Заказчик увидит, что вы вообще понимаете саму структуру книги и ее особенности. Это однажды принесло мне заказ. Меня предпочли другому иллюстратору, потому что у меня был такой пример в портфолио. Когда мы определились со сроками, самое главное, о чем мы должны поговорить, это правки. Про правки будет целый отдельный блок в другом видео. Там я буду говорить про цены на правки и так далее. В этом блоке мы будем говорить о том, что правки всегда должны быть прописаны в контракте. Если у вас нет контракта, то вы хотя бы должны озвучить своему заказчику, сколько вы делаете бесплатных правок. Еще лучше для себя создать отдельный текстовый документ. У меня есть отдельные текстовые документы правок, которые я отправляю заказчикам. Конечно, такой документ не всегда подходит под все заказы, иногда его нужно корректировать перед отправкой, но в целом примерно так это должно выглядеть. Первое. После того, как утверждена композиция, изменений композиции не происходит. То есть заказчик, когда работа готова, не может вам сказать, ой, давайте местами двух этих дерущихся людей поменяем и вообще сдвинем все влево. Либо эта правка делается за отдельные деньги, либо не делается вообще. Вот с этой обложкой у меня была такая история. Мне дали примерную сетку обложки, и когда работа уже была почти закончена, выяснили, что не хватает картины немножко вот за этим персонажем. Я там дорисовала несколько римлян и в целом расширила саму работу. Это уже считалось как расширение и изменение композиции, и за это мне заплатили отдельно. Просто до того, как я прописала все эти правила, у меня было несколько неприятных ситуаций, когда вы об этом не поговорили, и человек думал, что окей, вы можете просто взять и поменять все.
когда уже готова полностью работа. Потому что это же не так уж сложно, и иногда это даже очень такой подкованный заказчик, который говорит, ну вы же работали по слоям, это не трудно взять и все сдвинуть. Следующий важный момент — это обозначить, сколько бесплатных кругов правок имеет заказчик. Не знаю, кто-нибудь называет это кругами правок, я вот называю. У меня четко прописано, что входит в правки бесплатные. Это немножко поменять наклон головы, поменять немножко положение руки, потому что она потом будет мешать тексту. Добавить какую-то деталь костюма, например, шлем. Какие-то, в общем, небольшие изменения, которые не влияют на композицию, но они очень важны для истории, но на данный момент они не соответствуют. Вот таких кругов правок у меня максимум 2. И тоже все зависит, конечно, от заказа. Но тут, конечно, тоже нужно быть осторожным, потому что в один круг могут, конечно, впихнуть просто 200 правок и сказать, это всего лишь первый круг. В таком случае тоже лучше оговаривать допустимое количество изменений, например, не больше 10 небольших элементов. Поверьте, очень-очень важно обозначать бесплатное количество правок, иначе вы будете перерисовывать свою работу до тех пор, пока она не станет совершенно другой работой. В целом у меня есть под каждый вид работы, который я делала, отдельный текст с ходом работы и справками. То есть для создания книг полностью, для создания только иллюстраций для обложки, создания персонажа, создания окружения или каких-либо предметов. Для всего этого есть свои небольшие нюансы и свои этапы, и все это у меня лежит в отдельных списках. Я также прописываю в этих списках, какой этап самый долгий и почему нужно это слышать заказчику. Например, в этапах разработки персонажа у меня написано, что первый этап самый долгий, потому что мы определяемся со стилем по референсам, первые скетчи, первые правки, выбираем правильный стиль и вид героя. И это на самом деле очень такой долгий процесс, и это может все занимать до 1,5-2 недель, с учетом правок и с учетом того, насколько быстро вам отвечает заказчик, насколько быстро он вообще ориентируется, чего он хочет. Потому что есть заказчики, которые хотят очень быстренько пройти вот этот первый этап, но при этом отвечают тебе неделю на каждый эскиз. И это уже не твоя вина, что у вас так растянулось все производство. Ну, конечно, чтобы прописать свои этапы, нужно, чтобы у вас был конкретный алгоритм ваших действий. И настолько подробные этапы у меня получились, потому что я много-много лет собирала все эти нюансы, и они мне попадались в ходе заказов. Но если бы тогда на YouTube было подобное видео, и кто-то мне сказал, что лучше это все прописать, я бы сделала это и раньше. Такой список — это больше на протяжении всего творческого пути вы будете вести, чем сделаете как бы за один раз. Но то, что вы можете сделать уже сейчас, это 2 базовых вещи. Прописать ход работы, даже просто для себя, чтобы знать, сколько у вас уходит на поиск композиции, на цвет, сколько уходит на доработку. И когда заказчики спросят у вас эти сроки, вы уже сами будете ориентироваться в этом вопросе и не плавать в нем. Но обязательно прописать все правки, что вы будете делать бесплатно и сколько, и что вы не готовы делать бесплатно совсем. Сейчас поговорим о том, как работать над тем, чего вы еще не умеете. Часто мне приходилось обучаться в процессе. Я уже рассказывала историю о том, как заказчица хотела, чтобы я сделала полный цикл работы и иллюстрации, и верстку. На тот момент я еще не умела делать верстку и не знала программу, но я сказала, что я могу это сделать, просто мне потребуется больше времени, и она согласилась. Вы тоже можете так поступать, учиться в процессе, брать более сложные заказы, но только если у вас и у заказчика есть на это время. Но зачастую сейчас заказы так устроены, что времени совсем нет, потому что сейчас все хотят иллюстрацию очень быстро. Если вы не можете предоставить эту быстроту, они идут либо к другому художнику, либо к искусственному интеллекту. Поговорим немного о финансовых вопросах. Больше об этом будет в другой части видео. А здесь обсудим, стоит ли брать заказы только ради денег. Или те заказы, где платят мало, а работы много. Ну, конечно, хотелось бы сказать, уважайте себя, не соглашайтесь на низкооплачиваемый труд. Но все мы прекрасно знаем, что у всех разные ситуации. И кто-то не может себе позволить отказываться от заказов. Тем более ИИ наступает на пятки. Если вы откажетесь хоть от каких-то денег сегодня, то они просто пойдут и сгенерят это в искусственном интеллекте. Нет ничего плохого для того, чтобы брать заказы только для денег. И даже те, которые вы не будете показывать в портфолио. Когда я только начинала, я вообще брала практически все, что ко мне приходило. Ну, кроме откровенной жести. Потому что, с одной стороны, не хочется делать что-то плохое. Не хочется, конечно, чтобы твое имя стояло под чем-то таким, о чем люди будут писать: «Фу, это совершенно не отображает сути произведения». Конечно, никто такого не хочет, но не у всех есть возможность отказываться от заказов. И подумайте об этом, прежде чем в следующий раз писать, какой автор сделал ужасную работу. Автор мог вообще быть к этому не особо причастен. Ему дали заказ нарисовать именно так, как считает редактор или заказчик.
Единственное, что я вам здесь могу посоветовать, если ваши затраченные усилия совершенно не стоят оплаты, которую вам предлагают, нужно задуматься о том, как это изменить. Либо стать таким автором, которому идут за своим стилем и будут платить любую цену за именно ваши работы. Но сейчас, если честно, такого становится все меньше и меньше. Либо как-то перепрофилироваться, потому что мы не выиграем эту гонку с искусственным интеллектом. Он делает не просто дешево и быстро, он делает моментально. Если у вас очень много заказов, за которые вы получаете очень мало оплаты, но много тратите на это сил, я не говорю вам прямо сейчас отказываться от всех этих заказов. Нужно подумать, как вы можете оптимизировать этот процесс, как тратить меньше усилий и времени за ту сумму, которую вам предлагают. В общем, за что платите, то и получаете. То есть, чтобы ваши усилия были равны той оплате, которую вам дают. Я когда проанализировала, что на самом деле очень много трачу времени и сил, но получаю мало оплаты, я отказалась от некоторых заказов. Но опять же, у меня есть такая возможность. У некоторых такой возможности, к сожалению, нет. В этом году я отказалась от 2 книг, которые были очень интересными, чтобы положить их себе в портфолио, но давали очень-очень мало денег, требовали очень высокую скорость. Причем вторая книга мне была настолько интересна, что я бы даже, возможно, за эту цену согласилась ее проиллюстрировать. Но когда речь пошла о сроках, количество рисунков, которые я должна была нарисовать за месяц, было каким-то невероятным. И я говорю, вы что считаете, я буду в нейронке их делать, что так быстро должна вам это все рисовать? А они мне сказали, нет, 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 никакой нейронки. Поэтому, на самом деле, у меня еще много историй и советов про иллюстрацию, которые не вместились в это видео. Если вам интересно смотреть такие видео, обязательно напишите мне в комментариях. Я буду продолжать их снимать. И обязательно выйдет вторая часть, которая относится к юридическим вопросам.